Здравствуйте, друзья! Это видео будет о том, как на протяжении года работает мотоблок, навесное оборудование и всевозможные средства механизации и приспособления при выращивании урожая на этой плодородной и богатой земле, бескрайними полями, прекрасными озерами и прудами. А посмотрев это видео, вы сможете принять решение, нужен ли вам мотоблок или культиватор, или другое навесное оборудование и приспособление. Друзья, вот уже как 18 лет в хозяйстве появился этот мотоблок, незаменимый наш помощник. И уже нет необходимости заниматься поиском тракториста, чтобы в нужный момент ранней весной произвести вспашку почвы для посадки тех или иных культур. Мотоблок обрабатывает почву даже там, где ни один трактор с этим не справится. А установив дополнительные фрезы, работать стало еще легче, даже при отсутствии навыков. А небольшие участки можно разработать и при помощи электрокультиватора. Даже те участки, которые были под многолетними травами. Трава с корнями измельчается так, что от нее остается только удобрение. Единственное требование при работе с таким электрокультиватором, чтобы почва была не сухая, а слегка влажная. А как сажать картофель сейчас? Одно удовольствие, имея вот такую простенькую картофелесажалку. Одно требование – постараться поровнее пройти мотоблоком по рядку. До появления, конечно, картофелесажалки посадку картофеля тоже производили под мотоблок. Но сначала окучником делали борозды, потом надо было разложить картофель, потом эти борозды снова засыпать. Сейчас это действие происходит за один проход. И теперь можно хоть гектар засадить, не напрягаясь. А учитывая, что участок на протяжении десятка лет не видел навоза и минеральных удобрений, в конце этого сезона картофелесажалка оборудовал бункером для удобрений. Об этом есть подробное видео на канале. Посмотрю, будет ли от этого польза. Главное не навредить. Без облегчения процесса при посадке рассады томатов тоже не обошлось. А учитывая, что томаты садим не один десяток, и рассада в этом году выросла достаточно высокая, лунки для нее делали глубокие при помощи вот такого приспособления. Но если у вас есть электрошуруповерт или электродрель с переноской, то можно делать лунки при помощи старого миксера для приготовления растворов, немного его доработав. Потом в лунки укладывается рассада, заливается водой вдоль края, потом остается слегка лишь только пройти и посыпать куст землей. Расстояние между рядами у меня получается 40 сантиметров, а между растениями 30 сантиметров. Учитывая то, что мы садим преимуществом высокорослые сорта томатов, когда они слегка подрастаем, устанавливаем вот такие легко разборный модуль высотой где-то 170-180 сантиметров и производим подвязку. Такой модуль служит уже не один десяток лет. Оборвав пасынки и нижние листья, которые касаются почвы, остается только ждать урожая. Томаты при таком уходе менее подвержены заболеваниям фитофторы, да и собирать урожай – одно удовольствие. А уже в середине июля появились первые плоды томатов, и плодоносили они до самых заморозков. Я надеюсь, что вырастить сейчас томаты нет проблем, у каждого есть свои проверенные любимые сорта и методы выращивания. На видео показано, как это делаем мы. Может, и вам будет это интересно и полезно. Окучивание картофеля тоже не обошлось без моего помощника мотоблока вместе с самодельными дисковыми окучниками, впереди которых установлены культиваторные лапы. Значит, что делать, если у вас пока еще нет мотоблока? Окучивание можно провести при помощи вот таких ручных дисковых окучников. Окучивание желательно производить как минимум 2 раза. Первый раз диски разводятся незначительно, а потом диски развести на максимальную ширину. А в период между первым и вторым окучиванием междурядья можно пройти вот таким ручным культиватором с ежиками. Таким культиватором еще удобно пробежаться и в междурядье лука, моркови, чеснока и других культур, пока ряды еще зелени не слились между собой. Никого, конечно, сейчас не удивишь и аккумуляторным электроопрыскивателем. Если раньше постоянно подкачивал насосом, пока не израсходуешь весь раствор,
то сейчас заливаешь любое количество раствора, включил тумблер, отрегулировал напор, нажал на рукоятку и раствор распыляется. Отпустил ручку, автоматика сработала, раствор не идет, то ККБ не использует. А установил еще дополнительную раздвижную штангу длиной 3,2 метра. За один проход обрабатывается участок с шириной около 7 метров. Да и расход раствора значительно уменьшается из-за хорошего распыления. Где-то в среднем получается один бачок 15 литров на 5-6 соток картофеля. Об этом на канале есть подробное видео. Но наряду, друзья, с постоянными аграрными работами необходимо периодически поменять образ жизни на активный отдых. Так несколько лет назад был сооружен всепогодный теннисный стол. В теннис играют все, от большого до малого. Со временем над столом был сооружен навес из поликарбоната. Теперь играть в теннис можно даже тогда, когда на улице дождь. А когда сильная жара, хорошо окунуться и охладиться вот в таком реставрированном бассейне из надувного в каркасный. Я думаю, хватит уже расслабляться, ушел я от технической темы. Вам это совсем не интересно. Все на уборку картофеля. Впереди мотоблока поезд. Мне досталась роль рулевого, супруга согласилась на роль видеооператора, говорит, что это намного лучше, чем стоять в позе в поисках урожая. Ну и без юного помощника никак, ему такая работа тоже нравится. В этом году была усовершенствована работа уборки картофеля по сравнению с прошлым годом, где наспех была прицеплена обычная тачка, и каждый раз при загрузке ее приходилось отцеплять. В этот раз мотоблокопоезд еще больше облегчил работу по сбору урожая. Нет необходимости поднимать контейнер, достаточно только его опрокидывать. Если хороший сорт картофеля, то за 7 минут в тачке собирается 12 ведер картофеля, а дальше уже на сортировку. Кстати, подробные видео тоже, как собрать своими руками контейнер по сбору урожая, тоже есть на канале. Ну и как не помочь убрать урожай картофеля родственникам. Здесь уже мотоблок с картофелем-копалкой выезжает в поле на прицепе, и в этом абсолютно нет никакого напряга от такой уборки картофеля. Это просто развлечение. Таким методом за час небольшим был убран весь урожай, непосредственно на участке проведена его сортировка и прицепом доставлена по назначению. А мотоблокопоезд тоже на прицеп и домой на консервацию до следующего сезона. А может, в следующем сезоне будет и другой принцип сбора урожая. Посмотрим, друзья. Уже есть другие идеи. А после уборки картофеля, как всегда, сею горчицу. Можно было семена посеять и перед началом уборки картофеля. Но земля в этом году очень пересохшая. Шансов зацепиться и прорасти семенам горчицы в сухой земле практически была нулю. Поэтому провожу испытания самодельного двухкорпусного плуга к мотоблоку и таким образом хоть как-то достаю слегка влажную почву и в нее сею горчицу. В последующем все это выравниваю бараной со специальной сцепкой с мотоблоком. Горчица в этом сезоне выросла не такая, как планировалось их или хотелось. Подвели семена горчицы от разных поставщиков. Один сорт горчицы вырос 60 сантиметров более, другой всего лишь 15-20 сантиметров. Ну ничего, пока и этого хватит. Кроме того, в этом году провел еще эксперимент. Многие рекомендовали. На одном из участков запахал горчицу своим двухкорпусным плугом, а другой участок горчицы оставил на зиму, не вспахивая. Посмотрим, какой результат будет лучше. Вот, друзья, на этом завершаю короткий обзор работы мотоблока, навесного оборудования и других приспособлений. Интересно, что вам понравилось и какие приспособления вы используете? Пишите в комментариях, это будет интересно многим. А если понравилось это видео, ставим лайки, задаете вопросы в комментариях, не забываем подписаться на канал и нажимаем на колокольчик, чтобы вам пришло сообщение о новых моих видео. Друзья, всех с наступающим Новым Годом, Рождеством Христовым! Пусть Хрюшка подарит всем удачу, крепкое здоровье и порадует хорошим урожаем. До свидания, друзья, до встречи на канале.